Всем привет, друзья! На дворе сегодня 10 февраля, время 10 часов утра, на улице минус 2 градуса, идет снег, погода просто чудесная. Мы с мужем ходили по делам, и сейчас на обратном пути к дому вас ждет небольшая прогулка по центру города Петрозаводска. Сейчас направляемся к Вечному огню. Мы с вами находимся у Вечного огня. Это у нас мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Слева от могилы неизвестного солдата находится братская могила с уложенными на ней мемориальными плитами, на которых увековечены имена 43 человек. Справа от Вечного огня установлена 60-тонная глыба гранита с надписью «Героям, сынам октября, кто жизнь свою отдал за счастье народа, памятник этот воздвигнут». В Петрозаводске на проспекте Карла Маркса в 1919 году было организовано групповое захоронение воинов, погибших во время гражданской войны. В течение следующего года здесь были преданы земле останки солдат Онежской флотилии и бойцов добровольческих отрядов, погибших на окрестных территориях. В начале 30-х годов 20 века здесь же были захоронены несколько значимых партийных госслужащих Карельской ССР. Во время Великой Отечественной войны на территории массового братского захоронения были погребены останки командиров и солдат советской армии, участвовавших сначала в обороне, а потом в освобождении города от фашистских захватчиков. Позднее на месте захоронения был установлен величественный гранитный обелиск. В 1965 году, в честь 20-летия Великой Победы над фашизмом, карельские власти приняли решение о возведении в Петрозаводске на месте братских могил памятного мемориала с вечным огнем. Создание комплекса было поручено специалистам из Карелии, скульпторам Акулову и Давидяну, архитекторам Воскресенскому и Андрееву. Перед авторским коллективом была поставлена непростая задача. Все существующие захоронения должны были быть органично вписаны в архитектурный ансамбль мемориала. Гранитный обелиск было решено демонтировать и переустановить на место другого захоронения. После окончания строительных работ была проведена торжественная церемония перед захоронением останков неизвестного солдата, которые были найдены поисковыми группами в районе Медвежьегорска на месте ожесточенных боев. Негасимое пламя Вечного огня засияло в городе в день открытия монумента 28 июня 1969 года, через четверть века после освобождения республики от оккупации. Оно было доставлено прямиком с Марсового поля на бронетранспортерах. Впоследствии авторы, придумавшие и воплотившие в жизнь архитектурный комплекс мемориала, были удостоены государственной премии. Это первый случай в республике, когда госпремия была присвоена в области изобразительного искусства. Прямо напротив Вечного огня вы можете наблюдать памятник Владимиру Ильичу Ленину, слева от которого расположился Национальный музей Республики Карелия, зданию которого уже более 100 лет. Сейчас мы находимся за Вечным огнем. Позади меня находится сад камней, но мы сейчас можем увидеть только один большой камень. Остальные камни находятся, к сожалению, сейчас под снегом. Поэтому к этому саду мы вернемся чуть позже, когда придет весна. Национальный музей Республики Карелия является одним из старейших музейных учреждений северо-запада России. Музей был основан в 1871 году. В 24 залах постоянной экспозиции посетители музея могут познакомиться с историей и культурой края. К услугам посетителей музея разнообразные экскурсии, интерактивные программы, выездные занятия, абонементы для семейных посетителей, аудиогиды и путеводители для самостоятельного знакомства с постоянной экспозицией, сувенирный магазин. Музей также приспособлен для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас мы с вами пройдем по губернаторскому саду. Это один из старейших парков города Петрозаводска, памятник ландшафтной архитектуры. Он находится в историческом центре города. Летом здесь, конечно, особенно красиво. Сейчас мы не увидим всей той красоты, которую здесь можно наблюдать летом.
но тем не менее. Эта часть городской территории начала осваиваться в конце XVIII века. Первоначально эта территория представляла собой хозяйственное подворье резиденции губернатора и вице-губернатора. На подворье размещались конюшни, дровяной сарай, бани, каретник и другие хозяйственные постройки. Ко двору примыкал огород для выращивания картофеля и овощей, окруженный соснами. С 1937 года парк был передан в ведение Дворца пионеров, и он получил название «Парк пионеров». В 1938 году появилась ограда парка, были установлены скульптуры, цветочные клумбы, расширена физкультурная площадка, был построен летний кинотеатр, танцевальная площадка, игровые павильоны, были установлены качели. Зимой в парке работал каток. В 1970-1980 годы в центре парка находился памятник юному Володе Ульянову. С 2001 года парк стал именоваться как Губернаторский сад. 28 июня 2003 года, в день празднования Дня города, был установлен памятник Гавриилу Державину, первому гражданскому губернатору Алонинской губернии, скульптор Вальтер Сойне, архитектор Эмиль Кулдавлетов. Бронзовая скульптура высотой 2,7 метра была изготовлена на литейном заводе АО «Петрозаводск-Маш». Общая высота памятника с гранитным постаментом 4,5 метра. Итак, друзья, ну что, сейчас мы с вами вышли на улицу Максима Горького. Здесь интересного у нас больше ничего не ожидается, поэтому на этом мы будем наше сегодняшнее видео с вами заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!